Receiving incoming transmission. Всем привет, друзья! Сегодня я вам готов продемонстрировать достаточно уникальное видео, по крайней мере, вы из названия уже могли об этом, в принципе, догадаться. На протяжении некого времени я спрашивал у зарубежного автора DK или Дэвида Канга о деталях его одной старенькой компании под названием Random Mission Project или проект Случайная миссия. Я расспрашивал его подетально о, так скажем, миссиях, именно что в них происходит и так далее и тому подобное. Но что из этого вышло, что из этого будет, сейчас я вам и покажу. Итак, поехали! Почему вместо живых диалогов между персонажами ты решил вести разговор классическими фразами? Я не собирался иметь фактические диалоги или иметь последовательную историю в RMP, я был более сосредоточен на использовании звуковых файлов для создания случайных диалогов, которые все еще могут вписываться и работать. Я постепенно отказался от этой идеи, которая очевидно заметна в P2, чтобы включить реальную историю. Почему ты назвал героя Сэмюэл Джонсон? Я думал о Сэмюэле Джексоне, американском актере, чтобы включить случайного героя. Не думал, что дальше персонаж будет использован в будущем. В основном его использовал как пародийного персонажа. Зачем нужны владыки, если у Сэмюэля Джонсона нет невидимости? Ха, ты прав. Я просто сделал патруль владыки с эстетической целью. Что это за бессмертный высший храмовник? Чтобы ответить на твой вопрос, храмовник был там как пасхальное яйцо. Он ничего не символизирует. Я просто причудливо его туда поставил. Ты можешь взаимодействовать с двумя другими храмовниками на той же карте. Но какую роль они играют в этой миссии? У них там роль мрачного жнеца. Как ты знаешь, это первая миссия. Ты достигнешь плохого конца независимо от чего. Высшие храмовники на этой карте показаны как своего рода предупреждающий знак. Это то, что было моим намерением, но на самом деле это не так. Опять же, меня больше интересовало использование звуковых файлов для юнитов, чтобы фактически разговаривать в игре в первых нескольких картах RMP. Почему ты убил героя и его солдат в конце миссии? Я никогда не хотел, чтобы эти подразделения оставались в живых, чтобы показать пессимистический конец. Тем не менее, я даю более яркую концовку для карты Т2. Почему местоположение засекречено? Вторая карта засекречена, потому что мне было легче просто сделать это, а не называть местоположение карты. Я хотел, чтобы у игроков было такое таинственное чувство с этой второй миссией. Короче говоря, я не хотел делать новое слово для места, которое я собирался использовать только один раз. Можно ли спасти этот город от заражения зергами? Если ты очень постараешься с лечением медика и микроконтролем, то да, но это займет много времени, я полагаю. Я никогда не пробовал сам. С точки зрения повествования, нет, потому что все жители города мертвы к тому времени, когда зараженные успешно вторгаются в город. Когда я проходил эту миссию, она напомнила мне о миссии ухудшения из Кевина. Напомнила новый Лион. Это один и тот же город? Нет, это два совершенно разные, но ухудшение было основано на миссии Т2. А почему в этой миссии ты решил спасти солдат? Поскольку первая карта показала плохой конец, я хотел, чтобы у людей здесь был хороший конец. Почему Лорензо и Роджер такие неудачники? Я хотел, чтобы некоторые неудачные персонажи продолжали сталкиваться с проблемами в своих повседневных миссиях, поэтому я могу избавиться от этих персонажей в конце концов, что происходит в конце плохих времен Белкхорна. Ты заметил в описании войск, что они называются неудачливыми войсками, потому что это именно то, что было моим намерением – описать их как таковых. В это время я еще не думал о создании Кевина, поэтому для войск имя войск застряло со мной, пока я не создал праведников позже в своей компании Кевин. В то время ты думал о Кевине как о персонаже? Интересно, что я добавил эту строку после того, как история Кевина Купера была сделана. Первоначально Роджер вообще не ссылался на Кевина, но я вернулся в RMP, чтобы добавить эту линию для непрерывности. Я рад, что ты это уловил. Поэтому, чтобы ответить на твой вопрос напрямую, нет. Почему ты назвал героя Лорензо Рен? Просто использовал случайное имя, используя испанское, я так думаю, и японское имя. Никакого реального смысла. А почему ты назвал героя Роджер Мейкерс? Хотел американское имя, и вот оно у тебя. Просто сделал себе имя на пустом месте. Это первый раз, когда Лорензо и Роджер встретились с зергами и протоссами. Да, они никогда раньше не знали о зергах и протоссах, поэтому в описании войск они не называются зергами или протоссами.
Это более очевидно из статуса низкого ранга Лорензо и Роджера. Зачем им безрассудно входить в портал, не зная, что ждет их на другой стороне? Это объясняет, почему Лорензо все еще первый сержант из-за своей неспособности думать дальше такого вопроса. Он тащит за собой своих товарищей, как Роджер, и они не просто так называются неудачливыми войсками. Как работник может использовать Nexus? Я был удивлен. Ты можешь назвать это случайность. Возможно ли за это короткое время создать армию для защиты своего лагеря? Насколько я помню, я так не думаю. Ты специально во время диалога создал выход зергов из Нидус канала, чтобы у игрока не было шансов защититься от них? Нет никакого способа защититься, потому что они продолжают появляться, даже когда игра приостановлена для диалога. Они не рестятся бесконечно. Как Дублин попал в диалог зергов? Я думаю, я просто хотел поставить Дублина туда, как комедийное событие. Можно сказать, что это была случайность. А почему ты решил сделать базу зергов без газа? Я сделал это потому, что хотел использовать эту голосовую передачу от мыслителя. Это также отсылка к самой первой миссии ОЗД в 5-м эпизоде. Почему ты назвал героя Хорб? Хотел имя зергов, которое начиналось с английской буквы H. А почему ты назвал героя Хора? То же самое, что и ранее, но звучание немного отличается от Хорба. Почему ты модернизировал параметры людей Дублина? Например, классический урон морпеха 6, а вот здесь 9 урона, классическая броня 0, а тут 1 и так далее. Я сделал это, чтобы искусственно усилить трудности, когда ты сражаешься с тиранами Дублина. Я также хотел отличить их, поэтому я изменил их имена и статистику. Ты также заметил, что Дублин использует Инферно, к которым я вернулся в Кевине. Почему ты назвал героя Дублин? Ирландское имя, кто командует крейсером под названием Шотландия, вдохновлен городом из Цивилизации 5. Я в основном поставил ироничный поворот для персонажа и боевого крейсера. А что случится, если я смогу убить Дублина, пока он эвакуируется? Я не думаю, что я поставил какой-либо триггер для этого, но я сделал для следующей карты зергов это. Смотри, если твоя армия маленькая, корабль Дублина мог уничтожить тебя. Но почему ты решил эвакуировать его, когда он уничтожил командный центр? Если ты имеешь в виду, что зергов Хорба мало, я никогда не думал об этом, потому что к тому времени, когда ты уничтожаешь штаб-квартиру Дублина, у тебя должно быть много юнитов, которые могут сокрушить его корабль. В этом случае Дублин сделал правильный выбор, сбежав, вместо того, чтобы бороться с безжалостными зергами. Я также хотел, чтобы Дублин сбежал, чтобы он появился в последующих миссиях. То же самое с Хорбом и его зергами, появляющимися в Z2. Поэтому, чтобы ответить на твой вопрос коротко, я решил, что корабль Дублина убежит, чтобы ты мог видеть его и Хорба в будущих миссиях, а не убивать персонажей друг друга в Z1. После войны на Айуре, протоссы Шакуроса объединились, чтобы сохранить своих людей в живых, но почему протоссы на Лоруне не только разделились на племена, но и активно сражаются друг с другом? Это была основная предпосылка, чтобы у меня могла быть карта с протоссами, сражавшимися с другими протоссами. Это было не очень развито в голове, потому что в то время мне был нужен элемент случайности для каждой карты. Протосс 1, 2, 3 означают сражение протоссов за господство на Лоруне, потому я хотел, чтобы ты, как игрок Протосс, сражался с другими компьютерами-протоссами. Было интересно узнать, что вдохновило тебя на создание такого противостояния протоссов. Если не сложно, можешь написать, пожалуйста? Проще говоря, что касается противостояния протоссов, я скажу, что это соотносится с тем, как люди сражаются друг с другом за жадность и господство. Они мирно сосуществуют друг с другом. Почему игрок должен сначала путешествовать, а потом разбираться с базой, когда, например, можно было сразу дать игроку базу? Я сделал это, чтобы у тебя был как микро, так и макро элементы этой миссии. Это бросает тебе вызов микрочасти, чтобы увидеть, если ты можешь добраться до базы. А затем ты получишь награду, с которой должна закончиться игра с макро. Почему ты назвал героя Гантрас и использовал Гантритор Тассадара в качестве основы для имени? Зачем Гантрасу энергия, если он не способен использовать шторм и иллюзию? Этот юнит, Алдарис, является расширенным подразделением из стороннего редактора карт и не имеет базовых навыков. Вот так вот. Почему решили поставить Алдариса, когда можно было поставить Тассадара? У него есть навыки, к тому же он говорит, в отличие от Алдариса. Или тебе нравится тишина?
Я первоначально планировал использовать юнит Тассадара где-нибудь еще, но позже он был пересмотрен. Но мистический высший храмовник из первой миссии имел какое-то отношение к этим протоссам или врагам, которых нужно убить. Это было совершенно не связано. Эта кампания началась случайным образом, пока я не начал включать существующих персонажей в мои тогдашние будущие проекты. Почему ты захотел уничтожить батарею щитов с помощью подлой атаки со спины? Это должно удержать игрока от использования батареи снова и как способ полностью игнорировать здание, когда ты продвигаешься по карте. Этот высший храмовник – наш враг. Почему он помогает нам покинуть битву? Когда он говорит, он подсвечивается красным кружком, поэтому я в нем увидел врага. Я не очень подробно описал историю, так как предполагалось, что она будет подчеркнута случайными событиями. Когда я сделал триггер в то время, но если бы я подумал об этом сейчас, это потому что храмовник хотел спасти свою жизнь? Или, может быть, потому что храмовник ведет тебя к другим врагам? Мы никогда этого не узнаем. Я думаю, что этот высший храмовник – волшебник. Иначе как ты объяснишь, что он телепортировал игрока в другое место? Да, этот храмовник действительно обладает навыками за пределами обычных храмовников. А что касается его значения, я полагаю, что он важный юнит для карты, так как он ведет тебя к части макро. Снова и снова. Почему ты создал атаку со спины? И причем несколько раз? Я сделал это потому, что искусственный интеллект не особо атакует тебя, поэтому я добавил триггерные атаки, чтобы удивить игрока при чрезмерном расслаблении. Кто-то, вероятно, не ожидал бы, что на него нападут со спины, когда он или она играет на этой карте в первый раз. Ты также можешь назвать последовательные волны атаки случайными. Зачем ты сделал так, что игрок может купить улучшение до 7, а противник до единицы? Это немного несправедливо, потому что это значительно облегчает работу. Я посчитал, что игрок заслуживает некоторую свободу действий после успешного преодоления микрочасти карты. Почему у протоссов здесь нет самых высоких технологий, например, авианосцы? Вообще нет космодрома. Необходимо идти игроку пешком на базу противника. Это один из тех вопросов, который может быть применен к другим компаниям. Компания Blizzard – один из примеров. С точки зрения игрового дизайна, ты не хочешь, чтобы игрок имел множество высокотехнологичного доступа с самого начала, особенно если это первая макрокарта. А с точки зрения истории, я действительно не думал об этом в то время. Поскольку мой акцент был микро для первой волны P1, нет необходимости в Звездных Вратах. Если бы я позволил игроку начинать с авианосцев, это повлияло бы на микрочасть в крайней степени. Почему ты назвал героя Шелаг? Я думаю, что это произошло от племени протоссов под названием Шелаг. Я просто добавил апостроф, чтобы сделать ему имя. Шелаг – герой одной миссии. Почему ты его убил? Он был антагонистом, и в то время я не собирался продолжать историю с конкретным персонажем. Это еще одна причина, почему Гантерс тоже убит. Почему между Гантерсом и Шелаком было безмолвие? Они не могли договориться прекратить бойню? Я не мог найти правильные голосовые линии, поэтому полностью игнорировал диалоги между ними. Помни, что первые несколько миссий РМП используют голосовые передачи. Когда Гантерс убил Шелака, он сказал победный крик за Айор. Так он убил своих братьев и Шелака за свою родину? Они все дети Айора, это безумие! Я нашел самый подходящий крик победы для протоссов, который является тем звуковым файлом. Если это было за Лорун, это имело бы гораздо больший смысл, но очевидно нет такого голосового файла для этой речи. Возможно, ты можешь подумать о том, что Гантерс кричит за Айор, потому что Шелак сошел с ума во всех целях и задачах, что заставляет его близких родственников выглядеть плохо. Почему Гантерс был убит зергами, а не протоссами? Думаю, что разницы не будет, потому что в следующей миссии другое племя обвинили в смерти Гантерса. Изначально я намеревался убить Гантерса неожиданным образом. Я мог бы использовать буквально любой другой способ, чтобы убить его, но я чувствовал, что его смерть зергов оставила бы больше впечатления. Это не полностью объясняется в истории всей РМП того, кто на самом деле убил Гантерса. Он даже не упоминается позже в моих других кампаниях. А почему зерги не появились раньше? Я просто хотел представить основной аспект борьбы протоссов друг с другом в P1. Я чувствовал, что если бы я привел другие расы раньше, это оставило бы то, что я намеревался сделать. Если бы они появились раньше, они изменили бы ход событий. Повторюсь, если бы зерги действительно появились в этой миссии, это изменило бы всю историю. Возможно, Шелак объединился бы с Гантерсом и другим племенем, или что-то еще. История была не очень продумана в то время. Я могу понять желание зергов убить всех, но что сделал Дублин с протоссами, что они хотели убить его? Протоссы, Зингар выяснили, что эти тираны проводили грубые эксперименты. Поэтому Зингар говорит: неважно, мы будем продолжать преследовать людей за то, что они совершили.
Об этом также свидетельствуют эксперименты Дублина в Z3. Зенгар и Алкой. Кто они друг другу? Друзья? Братья? Или кто-то еще? Зенгар и Алкой были товарищами Слоруна, но именно так думал Зенгар, пока Алкой не совершил своевременное предательство в P3. Почему ты назвал героя Зенгар? Полностью придуман по прихоти. Этот персонаж должен был быть представлен где-то в кампании «История Кевина Купера», но я отказался от него в пользу надвигающейся гибели. А почему ты назвал героя Алкой? Сделал с именем Алдарис на уме. Здесь особо нечего сказать. Сначала я подумал, что у рабочего здесь есть свое имя, а затем я посмотрел на эту миссию. Прошлую и следующую. Это общее имя. Но почему лошадь? Потому что они работают как лошади? Чтобы дифференцировать подразделение Дублина, и это было вдохновение от Мула из StarCraft 2, но я назвал его Лошадь. Также я думал о том, чтобы назвать его Осел, но это просто не звучало правильно. Так что да, работники работают как лошади, поэтому они и называются так. Ты называл другие подразделения Дублина, вдохновляясь чем-то, или этот элемент случайный? Другие единицы, такие как Инферно, были основаны на Инферно из Warcraft 3. Ястреб был вдохновлен чем-то подобным Стервятнику и так далее. Джаггернаут был вдохновлен из Доты. Не все из них были основаны на чем-то. Например, Нападающие. Почему ты назвал героя романов? Он тот, кто пилотирует Шотландию 3 Дублина и позже Шотландию 4. Искал вдохновение в русском имени, поскольку у него крутой портрет крейсера. Я не уверен, что Романов русский. Почему Зенгар является более приоритетным противником, чем Дублин? Есть две причины для этого. Первая. Алмунден считал, что Зенгар убил Гантраса, так что его ярость была направлена на него и его войска. Второе. Мудрый геймплей. Если я поставил как врага Тирана, так и врага Протосса в качестве противников, миссия становится слишком легкой. По пути к месту создания базы рабочих можно было перехватить их или уничтожить. Почему они не были отправлены, например, на шаттле прямо сразу на базу, чтобы начать микроэлемент миссии? Это также показывает символы, перемещающиеся по карте, чтобы ознакомиться с их окружением. Когда Алмунден говорит с Зенгаром, он говорит «мой старший брат». Они братья или это не о семейных узах? Я думаю, что я хотел бы, чтобы у них была братская связь, но я никогда на этом не акцентировал. Алмунден называет его старшим братом, а это значит, что Алмунден привык уважать Зенгара как старшего брата, но не более того. Почему ты назвал героя Алмунден? Вдохновлен какой-то египетской темой. Ал от арабского и Мунден для египетского, хотя я могу ошибаться. Почему Дублин оставил Вайнберта и солдат? Подумай о том, что как Менск оставил Керриган одну зергом. Другими словами, Дублин предпочел спасти свою задницу и сбежал. Почему я должен убить тиранов, а затем Алмундена и его воинов? Что означает эта история? Здания протоссов неуязвимы, прежде чем уничтожить тиранов. В основном это игровой процесс, потому что я хотел, чтобы у игрока были проблемы с уничтожением тиранов. Если ты сначала избавишься от протоссов, это станет очень легко, так как подразделения Дублина вообще не атакуют. А в конце концов, мне пришлось включить это в историю, поэтому причина того, что Зенгар атакует тиранов, в первую очередь состоит в том, что они очень ксенофобны и знают, что тираны злые. Почему протоссы Алмундена более прогрессивны, чем игрок? Например, у них есть авианосцы. Ну, ты должен учитывать тот факт, что искусственный интеллект нужно бить. Это похоже на все другие кампании, официальные или неофициальные, в которых вражеские юниты имеют кучу единиц высшего уровня, но даже не утруждают себя их использованием в начале карты. Почему ты назвал героя Вайнберт? Хотел найти морпеха-героя, который был немцем. У Гугла должно было быть какое-то немецкое имя, и я его нашел. Это хорошо для единого применения. Вайнберт – герой одной миссии. Почему ты его убил? Я просто хотел использовать один раз, как Сэмюэля в Т1. Нет никакого значения для существования Вайнберта. Кроме того, он имел мужское немецкое имя. Почему Алмунден откладывает бой? Например, он мог вызвать Зенгара на дуэль. Алмундену пришлось отложить борьбу с Зенгаром, потому что его владение Ксеноксом пока не готово. Он также знает, что Зенгар сильнее его, поэтому он использует коварную тактику в П3. Я правильно понимаю, что это Романов? И как он связался с зергами? Почему он угрожает зергами? Да, это действительно Романов. Я действительно не думал об этом.
так сильно. Просто хотел показать его в комнате совещания зергов. И его голосовая линия, которую он использует, из трейлера альфа-версии StarCraft 2. Я хотел использовать эту передачу, чтобы она была у тебя. С точки зрения истории он угрожает зергам, так как они, силы Дублина, знают, что они будут уничтожены в любом случае. Поэтому они безрезультатно пытаются в последний раз избежать конфликта с зергами. После этой миссии ты решил создать портал только для Яра? Этот портал был скорее предлогом, чтобы совершить несколько инициированных атак на Хорба. Кроме того, Яра и его воины из Завета отличаются от протоссов Лоруна. Основная причина, по которой я создал персональные врата деформации для Яра, это то, что он работает как Тороск, когда ты сражаешься с ним в Кевине Купере. Подумай о компаниях Поработитель и эпизоде 5, где Мыслитель, как врата деформации, постоянно создает Тороска, как Яра, до тех пор, пока не будет уничтожен Мыслитель, врата деформации. В прошлый раз ничего не было, но что будет, если я убью Дублина в этот раз? Произойдет следующее. Первое. Не могу поверить, что тебе удалось уничтожить командный корабль Дублина. Вы получаете дополнительно 1000 минералов и 1000 веспинг газа. Это чисто для бонуса, поскольку Дублин появляется позже, даже если ты уничтожишь его в этой миссии. Зачем Хорбу нужен Ксенокс? Это не объяснено, потому что в то время я хотел, чтобы Хорб описал Ксенокс как своего рода супермощный объект во вселенной. Возможно, Хорб хотел этого, чтобы стать следующим сверхразумом, кто знает. Был ли Хорб связан с Владом Николаевичем? Я не думаю, что я рассчитывал на взаимодействие Хорба и Влада, поэтому, чтобы ответить на твой вопрос, нет. Об этом свидетельствует тот факт, что Хорбом и его зергами можно играть только в течение 2 миссий. Если игрок уничтожил войска Дублина и изгнал его из этого места, почему тиран появляется после битвы? Если ты имеешь в виду предыдущую миссию зергов, да, игрок изгнал Дублина, однако Дублин просто переместился в другую область планеты. Хорб последовал за Дублином, чтобы прикончить их раз и навсегда, но очевидно это не так, а Дублин посылает последний трюк из рукава, чтобы избавиться от зергов. Почему научное судно уничтожило Хорба, если уничтожение Мыслителя возможно только с помощью энергии темных храмовников? Научное судно действовало как бомба-самоубийца или камикадзе. На самом деле не сказано, как можно убить Хорба, но я хотел избавиться от него в своей компании. Я не видел будущего развития персонажа, поэтому я вычеркнул его из сюжета. Ты также можешь задать вопрос в Поработителе, о том, как там умирают Мыслители без силы темного храмовника. То же, что показано в заключительной миссии эпизода 5. Проще говоря, Хорб больше не является Мыслителем из их разума, поэтому у него не было способности воскреснуть. В моем отрывке Хорон был рядом с Хорбом во время взрыва, и он умер. В этой истории он тоже умер или выжил, и его судьба неизвестна. С того момента, как Мыслитель умер, судьба его зергов также была решена. Без хозяина зергов Хорба больше нет. Основное внимание здесь уделено тому, что Z2 это последний раз, когда мы видим Мыслителя, Хорба и охотника-убийцу Хорона, но мы все еще видим несколько проблесков Дублина и его сил в последующих миссиях. Зачем Дублину исследовать пассивную регенерацию зергов? Дублин хочет, чтобы его люди регенерировали как зерги, без помощи медиков. Они проводили все возможные эксперименты над зергами по разным причинам. Регенерация – одна из них. Какая сила позволила зергам сбежать из кокона? Я хотел бы думать, что эксперимент 001 вызвал или разбудил зергов, чтобы вылупиться из кокона и спасти их хозяина из стазисной клетки. Эти коричневые зерги – оставшиеся зерги Хорба? Да, и некоторые другие зерги, с которыми они столкнулись, что не объясняется подробно. Здесь умирает охотник-убийца. Почему? Для этого есть 2 причины. Первое, чтобы заставить игрока запутаться и удивиться. Второе, чтобы показать, что не все эксперименты полностью функциональны. Нестабильное состояние, заставляющее некоторых из них взорваться, как этот охотник-убийца. Почему ты назвал героя эксперимент 001? Я хотел, чтобы самым первым экспериментом был этот парень, прямо здесь. Он является первым экспериментом Дублина, следовательно 001. Первые 2 нуля указывают на то, что у Дублина было проведено более 100 экспериментов. Так ты встретишь различные другие эксперименты в финальной карте зергов. У него также есть настоящее имя, но это для надвигающейся гибели. Куда эвакуировался эксперимент 001? Я не думал об этом. Но если мне приходилось отвечать за сюжет, эксперимент 001 сигнализировал Владу Николаевичу. Эксперимент 001 пошел на встречу с Владом Николаевичем? Да, вот тут-то и начинается история этих 2 товарищей. Кто это божество? Что он здесь делает? Зачем он нужен?
Это пасхальное яйцо, так же как и на карте Т1. Божество представлен Виволоксом, следит за каждым движением эксперимента 001. Конечно, когда я делал карту в то время, я не думал об этом. Почему ты решил включить сюда забавную музыку? И почему только в одной миссии? Основной причиной этого было то, что я хотел проверить свои возможности триггера с помощью зацикливания музыки в Старкрафте. Я чувствовал, что эту карту нужно использовать, потому что это самая короткая миссия в РМП. Я думаю, что музыка также создает настроение для этой миссии. Эта музыка также используется в другой последовательной кампании, название которой я забыл. Почему с Зингаром пришли мало войск? Это диверсия? Зингар мог погибнуть со своими воинами. Он приводит своих лучших из лучших воинов, элиту, чтобы выследить Алмундена. Зингар также всегда готов к смерти, поэтому он охотно выходит на поле битвы каждый раз. Другая причина, по которой воинов немного, в том, что его силы понесли некоторые потери после битвы на карте П2. Почему Алкой не связался с Зингаром, когда он был в ужасной ситуации? Это предчувствие того, что Алкой предаст Зингара. Это предвещает то, что происходит в конце этой миссии. А если повстанцы хотели, чтобы Алмунден отрекся от престола? Это война престолов? Соплеменники Алмундена считают, что он сошел с ума от силы Ксенокса. Вот почему они нападают на своих сородичей, чтобы спасти свое племя от полного уничтожения, что и происходит, к сожалению. Я бы не сказал, что это война престолов. Соплеменники просто не хотят, чтобы их возглавлял безумный лидер. Почему Зингар был удивлен, что Ксенокс был здесь? Тогда где должен быть Ксенокс? Зингар не знал, что Алмунден обладал такой огромной силой кристалла. Эти протоссы долгое время не знали о местонахождении Ксенокса. Слышали только истории в прошлом. Вот почему Зингар недоумевает, увидев Алмундена с кристаллом. Понимал ли Алмунден, что Ксенокс уничтожит его племя и его? Алмунден, вероятно, знал, но он уже был поглощен местью, поэтому он пренебрег своим собственным племенем из-за своего собственного безумия. Вот так же почему его собственные соплеменники восстали ранее и помогли Зингару. Может ли Ксенокс воскресить из мертвых? Это неизвестно и не совсем точно сказано, но если бы я должен сказать для себя, тогда да. Алмунден предположил, что мог бы возродить Гантрас с силой кристалла, но он был слишком ослеплен своей местью, чтобы расставить приоритеты в воскрешении Гантраса. Почему Зингар не умер после использования Ксенокса? Зингар главный герой, поэтому у него должна быть сюжетная броня для волны разрушения. Это похоже на то, как Алмунден также не был убит силой. Полностью ли Ксенокс уничтожил племя Валибе? В тот момент я хотел избавиться от всего, что осталось от племени Валибе, так что да, нет больше племени Валибе и Алмундена. Почему Алкой предал Зингара и почему именно в этот момент? Алкой схватил кристалл, который он искал. Он нашел подходящее время, чтобы забрать его у Алмундена, после того, как открыл его Зингару. Он никогда не знал, где находится Ксенокс, пока Алмунден не показал его Зингару. Как ты мог знать или не знать, Алкой никогда не был другом Зингара, а был слугой Розака Винра. Алкой убил Гантраса? Например, мог бы использовать зергов, или же зерги убили Гантраса? Ну, не совсем объяснено, почему Гантрас был убит, потому что я действительно не думал об истории в то время. Я просто хотел, чтобы Гантрас был убит зергами, случайным образом. Арбитр, который говорит перед смертью Гантраса, также не совсем объяснен. Мудрый рассказ. Я мог бы объяснить это в будущем, но на данный момент это не на 100% точно. Почему Алкой не убил Зингара? Алкой не использовал Зингара после того и не рассматривал его как угрозу, так как он был в состоянии смертельного исхода. Алкой буквально оставил Зингара умирать, пока забирал Ксенокс. Что ты имеешь в виду? Просто не повезло. Это суммирует их неудачные события, которые продолжаются с Т3, поэтому их также называют неудачными войсками. Когда герои отдыхали, на них напали зерги. Но почему зерги не преследовали героев после того, как они покинули базу? В основном они пытались создать базу, поэтому игнорировали сбежавших героев и несчастные войска, пока не обнаружили иное решение. Это интуиция Рена подсказала опасность или этот момент случайности? А почему не оба? Я бы сказал, что это случайное замечание, и его предчувствие было верным. В любом случае, интуиция Рена помогла его войскам. В то время тираны ничего не знали о протоссах. Откуда протоссы узнали о тиранах? Это как предпосылка в оригинальном Старкрафте. Протоссы наблюдали за тиранами некоторое время. Где товарищ Яро? Я не помню, как спас протоссов. Яро имел в виду заброшенные здания протоссов и его товарищи, которые контролировали эти здания на Т3. К сожалению, зерги выгнали их, и мы не знаем, живы они или мертвы. Роджер и Лорензо с праведниками. Почему Яро предложил союз, если он напал на организацию в Кевине? В
то время Яро не знал о том, что праведники проводят жесткие эксперименты с зергами. Яро также нуждался в помощи и уничтожении белых зергов, поэтому он заставил себя вступить в союз с Роджером и Лорензо. Почему ты назвал героя Яро? Вдохновлен японским словом Яро, которое в основном унижает тебя. То же самое ты скажешь, когда встретишься с ним впервые в истории Кевина Купера несколько раз. Почему сами протоссы не спасли тиранов на севере? Они ждали подкрепления или им было все равно? Они не осмеливаются безрассудно идти на север без подкрепления. Изначально они ждали подкрепления протоссов, но чувствовали себя в безопасности, отправившись на север, когда встретили тиранов. Почему ты подчеркнул важность этого призрака его фразой о спасении? Это намек на его дальнейшее использование, например, применение ядерных ракет. Ты прав, так как ты можешь использовать призрака для ядерных зарядов. Ты найдешь заброшенную ядерную шахту позже. Это было просто предзнаменование хорошего использования призрака, хотя это не требуется, чтобы закончить эту миссию. Как спаслись эти ребята? Я еще могу понять, но как были спасены работники в третьей миссии? Им пришлось пробежать через зараженные поля, где много зергов. Это удача для них. Просто одни из счастливых войск, в отличие от оригинального описания несчастных войск. Ловушка с яйцами зергов предназначена для любопытных путешественников или неудачливых путешественников? Это работает в обоих направлениях. Я рад, что ты задал мне этот вопрос. В конце концов, ты узнаешь об этом из-за своего любопытства, но из-за этого любопытства тебе немного не повезет. Почему я получаю минералы после уничтожения зараженного командного центра? Поскольку командные центры хранят месторождение минералов и Веспенгаза, они получили доступ к этим ресурсам. В основном они грабили зараженный центр. После диалога между Роджером и работником Яро произнес «Тираны». Он завидует тиранам, потому что они умеют ремонтировать здания? Нет, он говорит, потому что он считает, что тираны слишком беспечны или оптимистичны в их нынешней ситуации. Зачем ты уничтожаешь батареи и щита? Может быть, я хотел вернуть назад своих воинов Протоса? Я уничтожил батареи и щита, чтобы игроки не могли возвращаться туда и обратно. Кроме того, зерги захватывают эту область после того, как ты основал базу. Там ты найдешь неуязвимые колонии зергов. После постройки командного центра тут же стоит задача убить зергов. То есть нет причин возвращаться. Какова была мотивация героев вернуться туда, откуда они едва выбрались? Долг Завета, коричневый, видеть, как все зерги будут уничтожены. Тираны, неудачливые войска, неохотно согласились, потому что они находились в слишком сложной для них позиции, чтобы высказывать свое мнение. Зачем протоссы заложили бомбу в инкубаторе, если главное здание Улей на северо-западе? Протоссы нечетко спланировали с бомбой, они просто поместили его в шахтный инкубаторий, чтобы нанести наибольший урон в этой области. Эти зерги дикие, или они находятся под контролем Стригвира, Аннигилятора, Эксперимента 001? Здесь зерги считаются дикими. Если бы они были у Стригвира, они были бы синие. Если бы у Аннигилятора или Эксперимента 001, они были бы зелеными или оранжевыми. Это была единственная бомба? Яро и другие протоссы больше не используют эту бомбу. Если да, то почему они использовали на этих зергах? Это простая чистка без бомбы. А если нет, то почему никто не использовал эту бомбу против зергов? Это очень эффективно. Это была бомба, специально предназначенная для миссии Яро в этом районе. После ее использования Завет не воспроизвел ее, полагая, что они больше не нуждаются в ней. Бомбу также сложно создать, так что это еще одна причина, по которой они не используют ее позже. Они скорее будут использовать ресурсы для пополнения войск, чем делать одну бомбу, которая не может быть эффективно использована, как продемонстрировано в этой миссии. Я не понимаю последний диалог. Ты можешь объяснить, пожалуйста? Для меня это важно. Последний диалог. В принципе, эти вопросы, этот персонаж Разак Винер, господин Алкоя, который бежал от Зингара, ты играл на протяжении всей кампании. Суть в том, что есть новая сила, с которой нужно считаться, и что Алкой служит господину, который одержим поиском дополнительного повреждения. Это объясняется позже в РМП и надвигающейся гибели. Взгляни на воссоединение. Почему Влад и Эксперимент 001 разошлись? Это неизвестно, потому что это секрет. Возможно, мое продолжение надвигающейся гибели объяснит их воссоединение. Как встречаются Влад и Эксперимент 001? Первоначально я планировал в надвигающейся гибели объяснить встречу Влада и Килдрона, Эксперимент 001, но я отказался от нее для будущей кампании, будущем. Надеюсь, я доберусь до этого, но до этого еще далеко. Как Эксперимент 001 утратил, хотя и временно, его способность управлять разумом?
Это на самом деле не объяснено. Это скорее оплошность с точки зрения повествования, так как ты мог контролировать разум в Z3. Но я бы сказал, это как-то связано с обширными экспериментами, которые тираны делали на нем, что его сила была потеряна после использования контроля над разумом на некоторое время. Он нуждался в постоянном источнике энергии, чтобы насытить свою способность управления разумом, которую кристалл знания предоставляет ему. Кто чей господин? Я озвучил их так, что их отношения равны, но так ли это? Подразумевается, что Влад и Эксперимент 001 имеют одинаковый статус. Возможно, ты также заметил, что Влад вообще может быть не тираном. Почему ты назвал героя Влад Николаевич? Так как я использовал Стукова в качестве основного персонажа, который русский, я решил, что мой персонаж будет с русским именем. Влада выбрал, потому что это было первое, что я имел в виду, думая о долгосрочном русском имени. А Николаевич был от какого-то аниме-персонажа, которого я давно смотрел, и он мне выделился. Какая сила исцеляет Влада? Влад обладает регенеративными способностями, которые восстанавливают его здоровье и энергию. Он абсолютное человеческое существо, тиран, если он вообще тиран. Я объясню это в повествовании истории, если я продолжу сиквел надвигающейся гибели. Почему цикл лечения составляет 3 минуты? Именно так я и разработал его для целей и сложности игры. Что касается истории, возможно, он должен что-то сделать с активацией его силы через определенный интервал. В данном случае, каждые 3 минуты для него. Что такое кристалл знания? Это тип Эока, мощный кристалл, который дает тебе невообразимые вещи. Возможно, Влад приобрел его и получил свою способность к регенерации. Кристалл Ксенокс, также другой тип Эока. Эту силу использовали раньше? В отличие от кристалла Ксенокса, кристалл знания имеет более одной величины, то есть больше одного. Возможно, он был использован в другом месте. Я мог бы объяснить, как Влад использовал этот кристалл, чтобы обрести свою силу в будущем, в сиквеле. Он одноразовый, то есть Эксперимент 001 использовал его, и он исчезает, или нет? После использования он используется навсегда. Ты прав. Эксперимент 001 приобрел кристалл для использования, и он исчез. Почему Эксперимент 001 не выбирает дипломатический путь для разговора? Вместо этого он проверяет свою силу, но все равно говорит, что поговорит с кавычками, чтобы показать, что он вообще не собирался говорить. Откуда Эксперимент 001 знал, что необходимо говорить с Дублином? Он видел Дублина так же, как и любого другого человека, единожды, поэтому и избавился от него. Как Эксперимент 108 присоединился к Владу Эксперименту 001? Телепатия или невидимый, то есть триггерный контроль разума? Эксперимент 108 немного отличается от других экспериментов в их клетке, поскольку он не содержался в своей клетке. Эксперимент 001 использовал эту возможность для контроля над экспериментом 108, хотя это не показано, как он стриггерил. Этот эксперимент 108 уникален? Просто мои герои подошли к нему, и он присоединился к нам. Тогда почему этот трюк больше не работает с зергами? Эксперимент 001 не может контролировать разум экспериментов внутри их клеток. Эксперимент 108 не был в камере в первую очередь. Почему этот эксперимент был на свободе под контролем ученых и пары охранников, когда другие эксперименты находятся в камере? Он очень опасен. Эксперимент 108 был достаточно стабильным, чтобы контролировать себя. Охранники и ученые не знали о том, что эксперимент 001 был рядом с его контролем разума. Почему у эксперимента 108, как у Тороска, не 800 здоровья, а только 350? Меньше, чем у Ультралиска. У каждого эксперимента изменено здоровье и урон. Эксперимент 108 имеет много брони и урона, но из этих характеристик он должен был получить мало здоровья. Но несмотря на это, он все еще сильнее, чем обычный Тороск. Зачем эксперименту 001 нужен лагерь, если у него есть эксперимент 108 и контроль разума? Также с помощью контроля над разумом и с помощью эксперимента 108 он может спасти другие эксперименты, и тираны умрут, не так ли? Лагерь был затем нужен, чтобы он мог подготовить базу и позволить миньонам делать всю работу. Контролировать разум – задача не из легких. Что касается игрового процесса, я хотел, чтобы игрок играл макро и закончил игру. Спасти другие эксперименты сложнее без значительной силы атаки. Зачем эксперименту 001 нужна армия зергов? Почему он не хочет контролировать тиранов? Это чтобы показать тиранам, что ему не нравятся их испытания, поэтому он использует их собственные эксперименты, чтобы убить их хозяев, тиранов. Он также считает тиранов бесполезными, поэтому вместо них он использует зергов. Как мои герои захватывают инженерный цех? Влад каким-то образом взял под свой контроль инженерный цех. Зачем нужен инженерный цех, если моя армия в основном зерги?
Это значит, что ты можешь улучшить Влада, или бы контролируемые разумом пехотинцы тиранов. Игровой дизайн должен иметь большее разнообразие с игровым процессом. Почему тогда мои герои не захватывают научное здание для третьего улучшения тиранов? Как ты сказал в предыдущем вопросе, твоя основная армия это зерги, поэтому я не хотел, чтобы ты слишком много внимания уделял технологиям тиранов. Я полагаю, что ты не можешь создать армию тиранов даже с контролем разума лошади. Откуда эксперимент 001 знает, что Дублин является лидером? Он не может остановить наши планы. Эксперимент 001 видел его именно во время его экспериментов, так что он знал, кто является лидером. Откуда эксперимент 001 знает его имя? Один из ученых, должно быть, назвал имя Дублина, когда он смотрел на ход эксперимента 001. Романов тоже мертв. Романов тоже мертв. К сожалению, это, вероятно, будет последний раз, когда мы увидим Дублина и его войска. Какую организацию представлял Дублин? Дублин не представляет никакой организации. Эта группа состоит из его людей, похожих на последователей Белкхорна. Дублин был связан с праведниками? Дублин не связывался ни с какими группами. Дело в том, что Луврис, возможно, украл дизайн модели Инферно огнеметчика Дублина. Почему эксперимент 001 и Влад знали, где у Дублина находится кристалл знания? Это как-то объясняется в миссии 7.5 надвигающейся гибели. Я предлагаю тебе проверить это. Слова эксперимента Розак и Винер. В этот момент эксперимент 001 не знал, что оба эти тамплиера являются одним архонтом. Он, возможно, уже знает, что они слиты, но все же называет архона двумя разными сущностями. Как насчет других экспериментов после миссии? Они ушли, умерли, или эксперимент 01 будет их использовать? Предполагается, что другие эксперименты объединены как часть войск эксперимента 001 и Влада, состоящих из зергов. Был диалог между экспериментом 001 и Владом. Влад сказал, что они не знают о кристалле. Эксперимент сказал Владу, что Розак и Винер знают ответ. Это намек на то, что эксперимент 001 пойдет искать их, или это просто констатация факта? Что касается этого вопроса, то это намек на то, что эксперименту 001 и Владу в конечном итоге придется встретиться с Розаком и Винером, поскольку подразумевается, что у Розака и Винера есть кристалл Ксенокс. Почему ты назвал героя Элзар? Нет реального смысла. Я предполагаю, что я ассоциировал со словом старейшина, и оно звучало близко к Элзару. Почему у Элзара так мало армии на старте? Он думает, что тираны слабые, или это секретная миссия без большой битвы? Элзар хотел быть скрытным, насколько это возможно. Он не знает, насколько сильны тираны. Забытые, такой тип, привлекающий врагов хитростью и тактикой, а не чистым лобовым нападением. Почему Элзар был телепортирован сюда? Он мог телепортироваться в безопасное место. Они считали, что это лучшее место, где можно найти других пленников по пути. Они также не хотели вызывать никакого шума у тиран, открыто показывая себя им, опасаясь, что их будет отслеживать по орбите в космосе. Эти экспериментальные зерги охраняют праведников здесь, на этом поле? Да, тираны, праведники, уже экспериментировали с зергами, и им было любопытно также поступить с протоссами. Почему ты сделал это место с кузницей? Ты мог бы сразу сделать улучшение воинов 333, не так ли? Это как награда, потому что тебе не нужно идти к кузнице, и иди прямо туда, где находится Шарос. Почему здания протоссов разрушены? Ну, я просто не люблю, чтобы здания оставались, потому что они используются навсегда. Поэтому я заставил их взорваться после того, как ты дойдешь до определенной точки на карте, когда ты получишь к ним доступ, или если ты пропустишь их. Почему тираны похитили Шароса? Праведники хотели проверить протоссов и по ошибке взяли вождя, Шароса, забытых. Они быстро узнали о его важности, поэтому поместили его в более охраняемое место, пока не будут даны дальнейшие приказы. Откуда Элзар узнал, где искать Шароса? Забытые специализируются на хитрости и тактике, и смогли определить его присутствие после интенсивных поисков. Элзар и Шарос родные братья? Или это они условно говорят? Вот в чем проблема. Я хотел, чтобы они были настоящими братьями по крови или нет. Я думаю, что до сих пор не ясно, связаны они ли кровью даже в надвигающейся гибели, поэтому я оставлю это на усмотрение игрока. Я правильно понимаю, что в РМП уже был раскол в организации праведников? Если ты имеешь в виду предателей внутри праведников, то нет. В рядах уже были предатели, манипулируемые Владом, но они не полностью раскололи до событий третьей интерлюдии истории Кевина Купера. Влад и эксперимент были возле Элзара и Шароса?
Они не были рядом сами по себе, а скорее как-то наблюдали за ними, может быть через зергов. Почему Влад и Эксперимент не останавливают Элзара? Они понимают, что их истинный враг – Разак Винер и его пешки. Элзар в то время не представлял угрозы для Влада и Эксперимента 001, поэтому им было все равно, что он делал. Просто наблюдали издалека. Откуда Влад знает, что у Алкоя есть Ксенокс? Я бы сказал, что Влад получил информацию от аннигилятора, чтобы лучше описать это, так как я не слишком задумывался об этом, когда впервые сделал это. Прошло несколько лет с тех пор, как я создал РМП. Компания об Элзаре будет, или ты имеешь в виду надвигающуюся гибель? Изначально предполагалось, что надвигающаяся гибель – это компания для Элзара, но позже я изменил ее, чтобы она также включала Яро и другого персонажа. Это были все вопросы, которые мне удалось, так скажем, заметить на протяжении всего моего интервью, которое я брал у Декея на протяжении длительного времени. Если у вас, уважаемые зрители, есть еще какие-то вопросы, детали или что-либо другое, обязательно пишите в комментариях либо мне, либо самому автору. Мы постараемся вам ответить на ваши уже поставленные вопросы. Ну а на этом первая часть интервью подошла к концу. Следующая, честно, я не знаю, когда будет, но она обязательно будет. В любом случае, я, возможно, об этом оповещу. На этом первая часть интервью завершена. Спасибо всем за внимание и всем пока.